присоединяйтесь, заходите на наш сайт udcm.ru, следите за новыми мероприятиями, маршрутами, направлениями в наших соцсетях, либо заходите в центр познакомиться и пообщаться. Давайте я начну. Для начала представлюсь. Меня зовут Леонид Боев. Я езжу на мотоцикле, наверное, где-то года 2004-го, а в 2014 в один прекрасный день мне вдруг, после какого-то очередного веб-сайта, мне вдруг решилось, что Памирский тракт, вот оно. До этого я никогда, нет, было один раз, я ездил на мотоцикле, отдельная история. Но, в общем, в какой-то момент решил, Памирский тракт. У меня не было ни мотоцикла, мотоцикла у меня не было. Но самое главное, я понимал, что если я хочу туда поехать, и я посмотрел фотографии, как это все дело выглядит, то мне нужно подготовиться, потому что до этого момента я максимум, что я мог сделать... Можно ручку? Что? Можно ручку? Ручку, да, конечно. До момента, как я отправился в эту поездку, максимум, что я мог сделать с мотоциклом, я мог только поменять на нем свечи. Все, больше я ничего не мог сделать. Ну, соответственно, как мы только что обсудили, отправляются в поездки спонтанно или с подготовкой. Я из тех людей, я сказал, что это зависит от характера, мой характер, я готовлюсь. Вот, соответственно, за 9 месяцев я вот пришел к Денису и сказал: Денис, я хочу ехать по Памирскому тракту, но я не умею чинить мотоцикл. Научи меня. Вот. С чем, я должен сказать, Денис с честью справился. И, соответственно, параллельно с этим я сразу уже выбирал себе мотоцикл, выбрал... Да, счастливо, давай. Выбрал мотоцикл Suzuki DR650. Кому интересна причина, почему я выбрал, можем уйти в отдельную дискуссию, обсудить почему, как и что. Ну, это уже постфактум, да?
Что постфактум? Ну, обсудим это или как? Как вы рулите нашим временем и тем, что мы обсуждаем. То есть я так Чем интересно, да. я так понимаю, что наша конечный план этой встречи, да, чтобы каждый сформулировал для себя, хочет ли он туда поехать и что конкретно, вот какие-то нюансы прояснить по этой поездке. Я могу говорить долго на разные отвлеченные темы, вот прошу меня направлять, да, что вот мы все-таки хотим там поконкретнее по Памирскому тракту, или мы хотим поконкретнее про инструмент, или про экипировку, или про что-нибудь еще, или про документы. Вот. Ну, в параллели с этим я точно так же хорошо понимал, что я не готов, и я до сих пор в этом глубоко убежден, одному в такие поездки ездить, это, ну, для меня это слишком высокий риск. Я его не готов для себя принять. Я решил, что то, с чем может справиться, вернее, есть куча ситуаций, с которой один человек не может справиться. По-любому не может. Либо там надорвется, либо еще что-то. Но практически 99% ситуаций вы можете решить и преодолеть, если вас как минимум двое. Да, поэтому я считал, что вот без напарника ехать в подобные вещи, это, ну, несерьезно. Слишком большой риск. Ну, если у вас там жена, дети, как бы, ну, уже нужно там брать на себя некую ответственность. Соответственно, я за полгода тоже пошел на сайт Horizons Unlimited, стал искать себе напарника. Не знаю, я до сих пор не могу объяснить, почему я это стал делать на англоязычных сайтах, но так я свободно разговариваю по-английски, мне было все равно. Вот. И откликнулось там несколько человек, в конечном итоге двое отвалились, а третий говорит: так, я четко намерен вот на эти даты встречаемся с тобой в Астрахани и поехали. И сразу был уговор такой, что мы друг друга... Сначала он говорил, давай... Из какой страны? Он швейцарец, живущий, вернее, бельгиец, живущий в Швейцарии. Ну, Европа. Да. Вот. Он сначала такой говорит: слушай, ну, блин, стрёмно все-таки так взять, встретиться на посреди там неизвестно чего и поехать вдвоем. Давай-ка мы с тобой встретимся заранее, я в Москву приеду. Я говорю: ну, давай, приезжай. Ну, как-то у него все не складывалось, и поэтому мы такие созвонились: слушай, ну, вот как бы с тобой взрослые люди, да, люди характеры бывают разные, если вдруг там характерами не сошлись, то чтобы без обид, без ничего, помахали друг друга ручкой и разъехались в разные стороны, чтобы не было вот этого, что ты меня подвел, я на тебя положился. Нет, вот каждый должен быть самодостаточным. Вот, едем вместе, но как только совместное пребывание это становится более проблематично, чем ехать самому по себе со всеми этими рисками, ну, значит, как бы без проблем расстаемся. Договорились, окей, взрослые люди, замечательно. Я отправлял свой мотоцикл в Астрахань по ПЭКам. Привез его куда-то там, не помню, где-то на юго-западе Москвы, у них там был приемный пункт, привез, они мне его в деревянную обрешетку упаковали, я туда положил все, что я считал нужным, а я туда упаковал сидельные сумки я только голый мотоцикл туда отправил, голый мотоцикл. Вот. И следом за ним, там через 2 недели, ехал уже на поезде. И интересный такой нюанс, я такой вот весь космонавт, там во всех этих, там, в экипировке, там у меня спереди сидельная сумка, сзади сидельная сумка, там рюкзачок, там в зубах еще что-то. И все, мы уже пришли на Казанский вокзал, меня жена, дети провожают, я такой: а кто несет мой шлем? Такая немая сцена, у меня через 15 минут поезд, шлем у меня остался дома. Вот. Жена до сих пор улыбается, когда вспоминает эту ситуацию. Ну, в общем, у меня волшебная... Что? Как выходили из ситуации? У меня волшебная супруга, она в тот же день, 12 часов ночи, приехала на следующий поезд, который идет до Астрахани, и передала с проводником мне шлем. Ну, потому что она понимала, что идиот же без шлема поедет, поэтому лучше все-таки ему шлем отправить. Какой год был? 2015. Тогда еще принимали проводники? Вот сейчас посылку передать с использованием, мне кажется, не вариант. Я не помню. Честно, вот это у меня не помню. Проводник мне все-таки передавал. И, по-моему, это было уже после заведения этих запретов. Ну что, он шлем, он как бы снаружи и внутри тоже. Ну, ты видишь, что это не бомба. И, по-моему, мне проводник как-то так из-под полы его вручал. Вот. Ну, соответственно, по дороге в Астрахань я поразился. Во-первых, я был рад, что я все это дело отправил транспортной компании, потому что туда 2000 километров махать, это будет неудовольствие. До Астрахани? Да, из Москвы до Астрахани порядка 2000 километров, и это неудовольствие. А когда я сидел в поезде, вот последние, по-моему, часов 10, это вот эти калмыцкие степи, я тут вдруг в очередной раз я понял, какая у нас огромная страна. Я был просто в какой-то прострации. Я ехал один в купе, вот, никого со мной не было.
Я в окно вот так вот уставился, сначала как на телевизор, а потом вообще какой-то космос. Мы ехали, наверное, я засек по часам, мы ехали минут 15, и за 15 минут поезд идет, там, не знаю, 60-80 км в час, ну какая там скорость у поезда. За 15 минут я не увидел ни единого столбика, ни единого кустика, ни единого человека. Я ничего не увидел. 15 минут я ничего не видел, я только видел степь. Потом там какие-то еще столбики, еще, ну вот 15 вообще ничего, космос, луна какая-то, Марс. Вот. И тут я прочувствовал, что я не зря готовился так обстоятельно, потому что в таких местах там пропасть легко. Вот. Ну, в Астрахань мы приехали. Ну вот я сразу по маршруту, да, это были 2 последние недели августа. Сознательно выбирал август, потому что к этому моменту должны были высохнуть все горные речки. Да, то есть я понимал, что да, я видел фотографии людей, которые туда в мае пытались ехать, в июне пытались ехать, и местами на перевалах они сталкивались с тем, что там просто дорога пробита в таких 1,5-метровых пластах снега, там 3-метровых пластах снега, да, такие тоннели, как показывают иногда там, в Альпах. Вот. Я этого не хотел, да. И должен признать, нам очень здорово повезло с погодой, наверное, из двух. Эта вся дистанция заняла порядка, по-моему, не по-моему, а точно 2 недели. И дистанция была 6 тысяч километров. 5-6 тысяч, я сейчас уже Это в круг. Вот это от точки 1 до точки 16, от Астрахани до Алматы. 3400. Не знаю, чего он там считает. По-моему, все вот эти сервисы считают по прямой. Вот. 6 тысяч. Да, это где-то 6 тысяч километров. И здорово сделали, что 2 недели. Можно было бы даже больше, да, потому что вот опыт показал. Просто вот этот товарищ, его зовут Ги, да, вот Ги гораздо больше, чем я путешествовал до этого момента. У него уже были такие наработанные ритмы. Он говорит, ну слушай, бессмысленно гнать, да, ты ничего не увидишь. Нужно 2 дня езды, 1 день отдыха. 2 дня езды, 1 день отдыха. Ну и опять же подбираешь под место, да. Конечно, вот там, не знаю, день отдыха посреди Каракумов, ну, сомнительное удовольствие. А, например, день отдыха в Хиве это просто обязательно. Ну, без этого, ну, я, кстати, сразу с самого начала объявлю. Вот единственный город, который вот прямо вот обязательно нужно посетить, это Хива. Да? Не Бухара, не Самарканд. Хива. Где она здесь? Точка 4. Там где Тукаска есть, если что. На полках. Точка 4 это Хива, она немного в стороне от основной дороги, которая ведет на Самарканд. Карта не точно повторяет маршрут, потому что там были нюансы, например, здесь по-честному. Мы изначально планировали, что мы заедем в Самарканд. Все-таки все считают, что Самарканд это жемчужина Узбекистана. Но из Самарканда там ближайший погранпереход, к которому мы тоже очень заранее готовились. Там есть, ну вот если есть погранпереход, буквально там, по-моему, 70 километров до границы. И дальше начинаются так называемые Фанские горы. И в Фанских горах есть один перевал, который там еще в советское время это нужно было ехать по жуткому серпантину, жуткая, говорят, дорога. А китайцы построили, или в последние годы советской власти построили некий тоннель длиной в 5 километров. Построили, но не достроили. И что там самое ужасное, что там, там отвратительное покрытие, то есть невозможно быстро ехать, с одной стороны, а с другой стороны там нету вентиляции. И поэтому там вот едут грузовики, самосвалы, постоянная пробка, вот эта вот перегазовка, плохое топливо, дышать нечем. Я читал несколько человек, которые там выходили, вот едва выезжали. При этом рассказывали про какие-то торчащие арматурины. Но сейчас, это было же, получается, уже сколько, почти 6 лет назад. С тех пор там президент же сменился. Сейчас кто там был? Ильхам Алиев? Нет, Ильхам Алиев это в Азербайджане. Не помню. Вот, он занялся, да, облагораживанием. Ну, в общем, когда мы были там был президент, который с советских времен руководил Узбекистаном, у него была своя политика, можно там по поводу этой политики спорить, но, в общем, она привела к тому, что люди живут довольно бедно, государство на тот момент было полицейское, я расскажу потом, там, как это на нас проявилось, очень доброжелательные люди.
И, ну, живут бедно, и бензина практически было не достать. Сейчас вот у меня просто, как бы, мои коллеги, ну, в Бате есть, ну, работает он в Узбекистане, многие люди из Узбекистана рассказали, что сейчас там очень сильно поменялась ситуация, все налаживается. Так, откатываемся назад. В Астрахани. Встретились мы с ГИ. То есть не в Москве. Нет, мы договорились, что мы вот конкретная дата, мы встречаемся в Астрахани. Соответственно, я подбирал билеты, он тоже подбирал свой маршрут, он ехал через Украину. Вот. Встретились, все четко, мы в день приехали, познакомились, поужинали и поехали. На следующий день поехали забирать мой мотоцикл из транспортной компании. Забрали мотоцикл, загрузились, это было утром. И в тот же день поехали уже через границу с Казахстаном. Да. Надо было сливать жидкости с мотоцикла? Да. Масло тоже? Нет, Всё? масло я не сливал, ПЭК требовал только слить бензин. И там был наготове местный сотрудник, который принимал в свою канистру весь ГСМ, который привозили такие люди, как я. Не сливали. Что? В прошлом году в Абхазию ездили, тоже отправляли мотоциклы. Там в правилах написано, мы не сливали. Ну, То есть мы просто не слили, нам... Мне заранее сказали, я к этому был готов, для меня была не проблема, я подъехал, там у меня оставалось, наверное, литра 2 или 3 этого бензина, и если бы нет, если нужно было, я его просто там под кустик бы вылил, простит меня, да простит меня Гринпис. А этот напарник-то Ги, да? Да, Гийом. Он был в России до этого, нет? Нет, это была его первая поездка в Россию. Он человек, который повидал многое в жизни. Он работал в строительстве и поставках строительной техники по всему миру. А строительная техника, основные потребители, это вот страны Центральной, Восточной Азии и Африки. Он там такого навидался, что... В общем, морально был готов к России. Да, морально он был готов. На самом деле, я не уставал подчеркивать, а он не устал. Ну, возможно, он как. Я часто слышу, что в Швейцарии все люди очень вежливые. И вот он реально очень такой, очень мягкий, очень вежливый человек. Хотя я знаю, что там внутри стальной стержень, но. Вот, и он не переставал подчеркивать, что... Я не переставал подчеркивать, а он не переставал поддерживать меня и соглашаться, что да, конечно, там советская власть принесла цивилизацию в Центральную Азию. А он своим ходом добирался? Да. Для бешеной собаки 100 миль не крюк, для него 1000 километров в день, это, ну, как бы, не то чтобы расплюнуть, ну, как бы, ничего из ряда выходящего. Да, он на BMW GS 1200. Он человек состоятельный и менял эти BMW GS каждые 2 года. То есть у него там какой-то знакомый дилер в Женеве, он туда приезжает, когда спрашивает, что нового сделал BMW, дилер тут же там кофе, плюшки, и там он благодарный покупатель, они хорошие продавцы, в общем, они нашли друг друга. Вот. Соответственно, он был большим фанатом марки BMW. Я до сих пор этой страсти не понимаю и не разделяю по одной простой причине. Если я еду на каком-то мотоцикле, я должен быть в состоянии его поднять самостоятельно. Вот, потому что рано или поздно мотоцикл упадет, а поднимать 180 килограмм или 280 килограмм — это большая разница. То есть вот теперь немножко насчет мотоцикла и выбора мотоцикла, да, то есть я выбирал Дерку. Еще раз, какой мотоцикл? Suzuki DR650. У нас официально не продается, он сейчас уже, по-моему, мало где официально продается, потому что он не соответствует даже нормам Евро 4, по-моему, он по нормам Евро 3 сделан. Его можно еще купить в Соединенных Штатах, в Австралии, новые. Вот, ну я его купил, он уже был БУ, здесь его в страну везли, кто-то вез, и я знал этот мотоцикл, потому что я на нем уже до этого момента, я в нем в Африке катался. Вот. Соответственно, мотоцикл Suzuki DR650, единственный его конкурент — это KLR или KLR 650. Да. Если мы говорим о комфорте, да, то
KLR более комфортабельный, более тяжелый, поэтому более комфортабельный. XR, по-моему, даже легче, чем DR, но поэтому менее комфортабельный. И я точно знаю, вот это не важно, какое транспортное средство. Чем оно тяжелее, тем оно комфортабельнее. И для меня вот это был некий, я должен был найти некую золотую середину. Для себя я нашел, что это DR650. Компромисс между весом, я могу его поднять. Один, даже с багажом. Сколько он весит? Сухой вес у него по паспорту 147. Я там сделал кучу тюнинга с одной стороны, чтобы его облегчить. Потом на него навесил бак для того, чтобы его утяжелить. Вот этот, который? Да, это вот этот. Ну, там, 180, да, бак заметный. когда прервемся, когда у меня горло сядет, можем выйти там обсудить мотоцикл. Что значит могу поднять? То есть как именно поднять? Просто с завалившегося на асфальте на бок поднять? Да. Ну, так и гуся можно поднять. Любой мотоцикл можно так поднять. Если он груженный, то тяжелее. На зыбкой почве, Вот, ну, я его могу поднять в любых условиях. Вот. Ги свой BMW поднять не мог. Он ждал меня. Он экономил сил, нет? Ну, нет. Это вот чрезвычайно редкое такое совпадение, что вот два человека, которые друг друга никогда не видели, из совершенно разных социальных слоев, ну, как бы вот из двух разных вселенных. Вот. Но когда мы вместе едем на мотоцикле, это просто был, ну, он был идеальным компаньоном. Вот. Я оценил, как мне повезло. К сожалению, сейчас мы потеряли связь, и я даже вот уже не знаю, как быть. Вот. Ну, суть не в этом. Итак, DR650 выбрал именно потому, что на нем можно с довольно высокой степенью комфорта ехать. И давайте сразу пробегусь по тюнингу, который я делал. Я поставил в родные перья, поменял оригинальные пружины на прогрессивные с картриджами. Соответственно, стал более такая собранная передняя подвеска, потому что ну, реально вот заезжаешь на лежачий полицейский или когда там на гребенку, он начинал просто вот у него проваливались они, и дальше тебя вот так вот трясло. То есть, ну вот работу подвески вообще на словах трудно объяснить. Я не мотожурналист, чтобы там это красиво описать. Ну, я разницу почувствовал. Да? Ну и следом сразу поменял задний амортизатор. И бак. И мотоцикл покупал, потому что на нем уже стоял джиксеровский титановый глушитель. Это на 6 килограммов легче, чем оригинальный глушитель. И поставил тюнинговый аккумулятор литий-полимерный. Он весит вместо 3 килограмм 1 килограмм. Ну и все, что я вот на этом деле сэкономил, я все отдал под этот бак, который вместо 16 литров стал 25 литров. Да? Но зато у меня теперь реальный радиус действия на нем был 500 километров. Это я уже в Южной Америке замерил. Я на этом баке в условиях высокогорья, то есть там от 500 до 4000 метров нам шел набор высоты, то есть мы шли в гору еще к тому же. У меня от полного бака, да, вот у меня мотоцикл заглох на резерве, было 450 километров. Соответственно, у меня еще резерв еще на 100 километров. Хорошо отстроенный карбюратор. Что? Хорошо отстроенный карбюратор. Ну вот, наверное, Так, нас, по-моему, к нам кто-то хочет еще. Можно пустить нашего коллегу? Нет, там закрывай. Какие поломки были? Никаких. Ну, ладно, когда мы говорим о поломках, во-первых, мотоцикл не новый. Мотоцикл достался мне с некоторым количеством колхоза. Привет. Я на тот момент как бы не весь колхоз мог распознать. Ну, как бы я первый раз в жизни вот этот мотоцикл разбирал и собирал. Что из поломок? Я сейчас могу путать, потому что вот у меня уже времени много прошло, я с тех пор еще вот там 13 тысяч километров по Южной Америке проехал. И если вот на нем же, да. И если сложить все поломки, то я на нем сначала заломал свечи, вот одел этот бак, пару раз в песке падал,
Вот, и баком сломал свечу. Я думаю, вот же какая гадость, что купил Асербис бак, а он заламывает свечи. Но потом оказалось, что там стоит на этом мотоцикле неоригинальная катушка зажигания с неоригинальными проводами, с высокими длинными колпачками. И поэтому бак вот эти длинные колпачки заломал. Он немножко гуляет. Вот, но когда я поставил туда оригинальную, ну, когда это все выяснилось, это была поломка в середине Каракум. Слава богу, рядом с какой-то чайханой, там где была хоть какая-то тень, там будут потом фотографии. Вот, я тогда просто новую свечу закрутил, и мы поехали дальше. Но потом я понял, что это не вариант, просто я, когда уже вернулся, я поменял катушку с новыми колпачками. И потом была поломка, опять же, это был колхозный, предыдущий хозяин сам, да, он не профессионал, он просто у себя дома там варит сварку, ну, у него домашний сварочный аппарат, он себе сделал вот эту багажную клетку. Вот. Когда я навернулся в горах, там вот я речку одну форсировал, и там были такие большие камни на дне, то есть маленькие вымыло, а их не видно, что ты будешь скакать по большим камням. А я решил, что я спортсмен, и я туда как рванул. В общем, я из речки-то этой вылетел, но потом вот упал. И у меня вот мотоцикл на бок лег, и у меня сломалась эта клетка, ну, просто потому что была непрофессиональная сварка. Я после этого могу потом, кому интересно, порекомендовать, замечательный мастер. Я не знаю, сейчас он работает или нет, могу потом его спросить. В общем, он мне сварил на заказ эту багажную клетку, можем потом посмотреть, и вот я с ней езжу. Всего 2 поломки, это было на Памире. А уже когда я был в Южной Америке, в какой-то момент мы ехали, там у нас был участок по Солевому озеру, и Ги говорит: так, после соли я свой мотоцикл мою, и ты тоже. Ну, как бы я не буду спорить, он там на 9 лет старше меня. Вот. В общем, мы заехали на автомойку, я мою мотоцикл, и так хорошо, что вот я такой, ты детально его рассматриваешь, когда ты это делаешь. И я посмотрел, а у меня открутилась гайка, которая крепит задний амортизатор к этой многорычажной системе. Вот. Просто ее нету, да. Я такой, слава тебе, Господи, тут же поехали в ближайший магазин, гайку накрутили на локтай. Все. Это все, что с ним было. В один момент я слил масло, и я вдруг увидел в нем стружку. Вот реально стружку увидел в масле. Это произошло в самом начале поездки по Южной Америке. Я просто был в состоянии близком к прострации. У тебя в моторе стружка, а тебе еще там десяток тысяч километров неизвестно где ехать. И я такой к мастеру, мастер, который просто меняли масло. Я просто дежурную смену масла делаю, посмотрел. Я говорю, ну вот ты бы что на моем месте сделал? Он говорит, ну ты знаешь, ты, приехал через полземного шара, уже езжай себе, сломается, потом разбираться будешь потом. Вот, и я до сих пор ему признателен, да, вот эта стружка была, все, после этого я сколько раз проверял, я каждый раз теперь смотрю масло, там стружки никакой нету. Что там было, хрен его знает. Как вы смотрели? Что? Как вы смотрели? Ну, ты сливаешь масло в поддон. Ну, я поддон сначала протираю, я знаю, что он чистый. Я слил туда масло и потом через тряпку его там переливаю в другую и смотрю, что в тряпке осталось. А там была стружка такая, ну не знаю, миллиметр толщиной, 4 миллиметра длиной, такая вот, как натесанная вот такая. Может там что-нибудь, не знаю, даже гадать не хочу. Вот. С тех пор, я вот говорю, с момента этой стружки я уже 20 тысяч проехал. Все. И все про этот мотоцикл говорят, что он неубиваемый. Там нету жидкостного охлаждения, там масляное охлаждение. У тебя просто стоит масляный радиатор. В какой-то момент я летом, когда из гаража достал мотоцикл, я увидел, что у меня потек шланг масляного радиатора. Ну, я просто новый купил. Еще раз защита сломалась этого масляного радиатора. Но опять же, она сломалась, радиатор целый. Я просто защиту новую купил и опять поставил. Ну, в общем, мотоцикл, на мой взгляд, чрезвычайно надежный. И я Ги после этого продавал, говорю, слушай, ну что ты ездишь на этом мастодонте, да, его поднять невозможно. И он в какой-то раз, он уже без меня поехал, он потом хвастался фотками, он купил себе КТМ 690, вот этот последний, вот этот жирный такой мотоцикл, прямо вот слюни текут, но слюни текут только когда на него смотришь на фотографиях и на видео, да. Я потом много слышал, что у многих людей он ломался. Я видел человека, который купил его новый, у которого там после того, как он купил его новую официального дилера, у него там половина винтов нужно было протягивать, потому что они отдались от вибрации. А здесь он Сузуки простой, как первый трактор. Вообще простой.
Вот. Я на нем даже сцепление теперь могу сам поменять. Могу даже генератор поменять, но просто там нужна приспособа в полевых условиях. Она тяжеленная, с собой ее не возьмешь. Так, ладно, про мотоциклы пока на холд поставим. Маршрут понятен. Давайте я предлагаю перейти тогда к фоткам. Да, это вот сейчас мы смотрим на окружающую действительность глазами Ги, потому что он вот у меня был с собой большой фотоаппарат, я взял с собой эту камеру вот эту вот большую, и я понял, что это огромная ошибка. Да? Она очень неудобная, ее доставать долго и неудобно. Фотоаппарат должен быть всегда под рукой. Поэтому у меня фоток мало. Я рассчитывал, что я вот сейчас какие-то кадры тут поймаю. Ничего подобного. Кадры ловятся на обычный iPhone, когда ты успеваешь его вовремя достать. Вот. А это вот, значит, мир глазами Ги. Это вот он тот день, когда он гулял, пока он ждал меня в Астрахани. Так, Астраханский Кремль, где он, он меня спрашивал, почему так важно было вообще, зачем России вообще Астрахань, зачем так далеко в степь нужно было уходить, а я ему там сразу задвигал про историю, про то, что если ты не контролируешь устье Волги, то ты с трудом контролируешь все, что вверх по Волге, вот поэтому надо было контролировать Астрахань для того, чтобы ты контролировал все по Волжье. Так, это вот мы стоим на парковке рядом с гостиницей. И вот мы двинулись на следующий день, идем по... Это уже мы границу с Казахстаном прошли. Граница, ну, для Ги она была как бы граница, ему нужно было получать все визы. А я показывал просто везде свой загранпаспорт, никакие визы не нужны, просто меня смотрели, пропускали. А можно предыдущую с мотоциклом? Да. А боковых сумок, то есть, не было? Почему не было? Были. Все вижу. Вот, вот это, что у него резина какая-то совсем не злая. Потом менял или на этой же Я вот на этой резине проехал все... Я на гусе говорю. Он на ней ехал. И потом покажу. На одном участке мы просто не решились поехать. Там есть участок интересный, который я бы вот хотел там, в следующий раз, когда я поеду туда, пройти. Он на своей резине не решился и правильно сделал, потому что там был пейзаж а-ля Марс, Луна и пыль. На этой резине по песку вообще невозможно. А вам удобно было на такой резине на дальняк ездить? Ты говоришь про мою резину, да? Да. Это, я считаю, понимаешь, она идеальная для дальнобоя. Я слышал, что люди из нее выжимали из комплекта 25 тысяч. Я не знаю, как нужно ехать, чтобы выжать из резины 25 тысяч. Что за резина? Это Heidenau K60. У вас один комплект был? Да. Один комплект. И мне его хватило за глаза и за уши. Но нужно признать, что как только ты выезжаешь на зыбкий грунт, это уже становится, как бы ты можешь пробиться, но ты не можешь ехать, да, это все-таки, вот сейчас скажу, я съездил прошлым летом на Offroad People, не знаю, кто-нибудь был, съездил на Offroad People, и там был зачет для гранд-туризма, вот типа туристов, и для эндуро, которые вот на хард-эндуро, там, кроссовые мотоциклы. Вот, я даже не знаю, где там ездили эти ребята на хард-эндуро. Но когда я заехал туда, где проскакивал гусь на нормальной TKC-70, это вот их классическая резина, у меня там колесо просто как бублик вот так вот стало, вот такой грязный бублик. Я нажимаю, На какой резине? вот на моей, на вот этой, на К60. Стандартная гусевская резина лучше работает, чем вот эта? Да. Но у них стандартная резина Continental TKC-70 или 80, я не помню точно марку. Не реклама. Вот. Но по асфальту, конечно, она живет гораздо дольше. А у тебя же, опять же, я любитель вечной иглы для примуса. Мне нужно найти что-то такое, чтобы как можно было более надежно. Соответственно, резина, она на асфальте, она долго живет. Любая другая шашечная резина будет жить гораздо меньше, и тогда нужно будет искать где-то резину на пути следования. Вот. И это проблема, да, то есть вот если, например, проехать там дальше уже еще небольшой экскурс в резину. Это было уже в Южной Америке.
Ехали мы. В общем, я приблизительно представляю, что так как я езжу по асфальту и по грунтовым дорогам, у меня вот заднее колесо съедается на 60% где-то за 6000 километров. Вот как бы в среднем. Я уже съел 3 комплекта задней резины на этом мотоцикле. Вот. Но я помню один раз, я только поменял резину. Я ее только поменял. Она у меня новенькая. И мы выехали на гравиевую дорогу, которая, это в Патагонии, песок, острый камень и много где места, где вот в камне просто грейдер, вот этот вот камень, я не знаю, как это можно вообще, грейдер прогрызал его, и вот у тебя вот именно вот как будто бульдозером, вот, знаете, снег иногда сгребают, ну, камень сгребают. И вот такая вот она, вот такая вот дорога. Так вот, за 70 километров такой дороги, на грейдере, вернее, на этих камнях ты просто медленно скачешь, а когда мы вышли на грейдер, песчаный вот, с каменным асфальтом, я втопил 120. Вот. И, может быть, и 140, я не помню. Очень быстро. Это была просто пустыня такая, вот как показывают на Париж-Дакаре. Вот пустыня, и вот дорога такая, вот только вот горизонт так вот скрывается. И вот за 70 километров я, наверное, 30% резины съел. Так что дело даже не столько в резине, сколько в том, как вы едете. Если у вас большая скорость, плохая дорога, вы любую резину убьете за 150 километров. Ну вот, ГИ, прошу любить и жаловать. И вот первый день, это от Астрахани до Денау, я, наверное, буду переключаться на карту, да, вот это вот первым днем мы проехали, это не Атрау, извините, Атрау. Это такой городок на берегу Каспийского моря, который обслуживает все нефтяные вышки, которые расположены в этой части Каспийского моря, и там много нефтяников, то есть город, который живет на нефти. Вот. Поэтому он какой-то был такой странный. С одной стороны денег много, с другой стороны пустыня, и он какой-то неуютный. Вот видно, что там просто приезжают люди, вот, отрываются в ночном клубе, уезжают к себе на буровую, а потом там, с котомкой денег отваливают все домой. В общем, какой-то странный такой городок был. Ну, какой есть. Так, переходим дальше. Это вот мы вот в одной из гостиниц в Атрау. Значит, Ги очень состоятельный человек. Вот, он сказал, посмотрев на меня, он сказал так, значит, все наши путевые расходы оплачиваешь ты, там бензин, там все вот эти вот сборы, поборы, а я оплачиваю все жилье, вот, и питание. Вот, соответственно, он выбирал гостиницы, я как бы не возражал. Так, это Атрау. И вот мы опять вышли в пустыню. Это кладбище, вообще странное какое-то место, вот посредине пустыни, вдалеке, ну там по несколько десятков километров до ближайшей там деревни, где бац, пустыня с такими мавзолеями, ну вот как бы. Вот так же. А это нас местный казахский полицейский остановил, сказал, дай посидеть. Ну, надо посидеть. Вот. И, значит, дальше тогда переходим. Я, наверное, сейчас сделаю зум, чтобы у нас было. Как бы это сделать во весь экран, а? О, круто. Значит, вот мы из Атрау проехали, и вот по пустыне летели. Перешли границу между Казахстаном и Узбекистаном. Подчеркиваю, это вот как раз вот годы, когда еще было полицейское государство. Любой, кто сталкивался с узбекскими таможенниками, говорил, что это ужас-ужас. Не знаю, как сейчас, но тогда это реально... Вот узбеки прекрасные люди. Вот все, кого встречал. Я с тех пор очень напрягаюсь и с осуждением отношусь к людям, которые там пренебрежительно говорят о людях из Центральной Азии. Это очень доброжелательные люди, безусловно доброжелательные. Не важно, что с тобой происходит. Да, там есть культурные особенности, особенно это касается женщин. Да? Отношение к женщинам специфическое. Я думаю, женщины моих восторгов могут не разделить. Вот. Но к путешественнику и к гостю отношение очень доброжелательное, теплое, тебе всегда помогут. Узбекские таможенники – это исключение. Причем неважно где. Это в аэропорту, я когда-то ездил по работе в Ташкент, это вот на границе. Они вытряхивают из тебя душу в надежде там, с тебя что-то взять.
там УГИ там вытряхнули его телефоны и макбуки и включили там в этом в поиске порно в надежде найти, а это как бы все уголовка по их законодательству. Если ты попался на этой истории, то как бы тебе там будут не рады. Это за просмотр решил? Что? За просмотр решил? Там тебе появится все что угодно, от распространения там до того, что ты сейчас приехал сюда расстрелять их молодежь. То есть телефон сбрасывают перед поездкой. Ну, в зависимости от того, что на телефоне, да. Спалился. Вот. Сразу, при этом на границе огромная очередь, мы туда подъезжаем, и все водители фур, и даже легковых автомобилей, ребята, давайте вперед, потому что иначе мы бы ночевали в этой пустыне. В общем, нас первых запустили, и несмотря на то, что нас первых... Ну вот, мы подъехали где-то часам к 4, где-то только часам к 8 мы оттуда выехали. После полного шмона с разборкой... 4 часа. Да, то есть это не то, что мы ждали очереди 4 часа, это мы проходили вот таможню, заполнением всех документов, со шмоном всех вещей, там, с разборкой аптечки, а нет ли у вас тут наркотиков и тому подобных вещей. И Ги, конечно, был очень рад, потому что его бы просто развели. Да, по-любому, человек, не разговаривающий на русском, просто развели. Так как я разговаривал по-русски, то тут было сложнее. Вот. И язык межнационального общения, слава богу, все еще русский. Они пытались к чему-то домотаться? Да, так я говорю, они пытались там сказать, что это там какие-то таблетки, что это там запрещенные. Я говорю, секундочку, вот тут надпись, покажите мне, пожалуйста, список, что она находится в списке запрещенных препаратов. Но могло быть и хуже. Мы видели, рядом стояла машина Мерседес, у которой скидывали сиденья, снимали бак, и, крышку в бак, и зеркальцем просматривали, что есть в баке. Хоть не зажигалкой. Вот. То есть узбекская таможня это такая, во всяком случае, в 2015 году это было очень серьезно. И там нужно закладывать полдня на нее. А нет информации, дроны у них разрешены, запрещены? Нет, я не знаю. Спутниковые телефоны были запрещены. У меня не было ни дронов, ни спутниковых телефонов, поэтому не могу ничего сказать. Как только мы выехали оттуда, мы поняли, что уже темнело, а наша договоренность была, что мы в ночное время мы не ездим. То есть темнело, мы ищем... К сожалению, мы не всегда строго следовали этому правилу. Я до сих пор с содроганием вспоминаю некоторые моменты, когда мы ехали в темноте. В общем, если я могу... у меня есть 10 умных мыслей, которые могу до вас донести. Не ездите в темное время суток. Вот. Соответственно, сразу после прохождения таможни, а таможня стоит просто в пустыне. Пустыня туда, пустыня. Населенного пункта даже рядом нет. Просто погранпост. Вот, мы отъехали 10 километров, съехали с дороги в Каракумы, и вот прямо в пустыне остановились, и вот эта бензиновая горелка МСР. Что же мы там такое? То есть палатку вы брали с собой? Да, палатку мы брали. Одну-две? Наша договоренность была такая, что мы каждый сам по себе. Вот, поэтому у нас было 2 палатки. Потом уже мы поняли, что это было излишняя мера предосторожности. Чем черт не шутит. Вот, в общем, было 2 палатки. Каждый... Гиб был очень трепетно относился к вопросам сексуальности, да, и считал, что даже если мы вместе рядом там, не знаю, коснемся попами, то это все, он уже превратился в гея. Вот. Потом границы размылись. Вот, мы даже в какой-то момент, когда не было других вариантов, мы просто даже делили одну кровать на 2. Там просто, не было там 2 раздельных кроватей, и не было других номеров. Вот. Тогда, да, это были 2 раздельные палатки, вот мы встали, но у него была плита, у меня не было плиты. Вот я буквально в этом году компенсировал этот недочет. Горелка? Да, горелка. МСР, бензиновая горелка, которая работает на бензине, керосине, в общем, на всем, что все льется и горит. А газовые такие примусы не А где, вопрос, а где взять газ? Да, то есть газовый баллон, его везти с собой нужно. То есть бензин у тебя всегда есть.
Вот. А газовый баллон отдельно нужно с собой везти, и не факт, что ты купишь именно тот газ, который тебе нужен в том месте, где ты окажешься. Это лайфхак, надо записать. Наливать как туда бензин из бака. Ну, сейчас выйдем, покажу. Ну, просто у меня там из бака резиновая трубочка в карбюратор. Я просто ее сдергиваю и могу... Да, нет, это я к тому, что могу хоть так, хоть куда угодно. Вот. Собственно говоря, так и было, да, то есть наливали бензин вот в эту вот бутылку для топлива именно из моего бака, потому что у меня просто это было удобно, да, просто бензиновый шланг сдергивается и все. А у него на гусе сколько литров бак? У него на гусе был бак, по-моему, то ли 18, то ли 22 литра. Да. Где-то около Ну, в общем, у него радиус действия был меньше гораздо, чем у меня, 350 километров максимум. Он это осознавал. А канистру не возили, нет? Я с собой, вот когда мы уже поехали в Южную Америку, я с собой возил эту канистру, знаете, вот эти, которые на вот пластиковая такая с дыркой внутри, на защелке, да, вот я вот фирменную себе, Ротопакс она называется. Вот, Ротопакс на 5 литров, то есть это мне еще плюс 100 километров, да, если вот так очень аккуратненько ехать, я смогу на 5 литрах потянуть 100 километров. Вот, а ГИС с собой возил, есть специальные такие, ну, как грелки, только для бензина. Такие мягкие баки для топлива, да, то есть бензин их не разъедает. Как они не развалились? Не, все Я нормально. читал отзывы, что типа они тряску не очень переживали. Ну, я не знаю. Лопаются там все дела. Ну, я думаю, что весь вопрос в том, как вы это упаковываете. Да? Если у него вот эти вот жесткие кофры BMW-шные, он просто сверху кладет на этот кофр, вот этот вот, ну просто сверху чпунг, кладет и пластиковыми этими хомутиками жик за соответствующие отверстия просто притягивает к этому, и все. Ну не просто лежит, и ничего с ним не происходит. Как там заправка в Узбекистане? Было очень плохо, вот очень плохо. Говорят, сейчас кардинально поменялась ситуация. То есть вот буквально вот я разговаривал с моим коллегой, он сейчас вот в Ташкенте. Вот он сказал, что ну вообще нет никаких проблем. То есть если раньше на заправку вот очередь стояла там до горизонта, и мы опять подъезжаем, и нам ребята говорят, давайте езжайте. Это вот я к тому, что про отношение к гостю. Вот, то сейчас, он говорит, никаких проблем нету. А когда вы проезжаете, это в Ташкенте, ну нет, мы не в Ташкенте, это в Бухаре так было, да, мы в Ташкент не заезжали. А когда вы проезжаете уже не столичные города, то практически везде, в каждой деревне кто-то стоит с 5-литровыми канистрами с топливом неизвестного происхождения. Но тем не менее, мой мотоцикл, я не знаю, что там за топливо было, мне говорили, что это бензин. Я его заливал, мотоцикл на нем ехал. Он вообще по 92-й? Я в него в городе 95-й, а когда я не знаю, что это за бензин, бью все, что называют бензином. И он ездит. А как вы не заезжали в Ташкент? А это разрешение, оно разве не в Ташкенте получилось? Какое это разрешение? Ну, для посещения Амурского тракта. БАУ? Да. Нет, Ташкент же это Узбекистан, а это же БАУ Узбекистан, это уже да, Таджикистан. да, И мы разрешение мы оформляли уже в Хароге. То есть я созвонился с человеком, который, ну там в интернете говорит, что он оформляет такие разрешения. Он говорит, ну приезжай в Харок, я тебя оформлю. Я говорю, ну а как? Он говорит, ну хочешь, я тебе могу сейчас его оформить, прислать тебе фотографию, ты потом приедешь, просто заплатишь тебе 15 или 20 долларов за это разрешение, и я тебе его вручу, просто когда ты будешь в Хароге. Вот то же самое можно сделать в Оше, да, то есть как бы, получается, что два таких центральных узла для въезда в Горно-Бадахшанский автономный округ, это либо Ош, ну, как бы цивилизация, либо Харок, да, тоже цивилизация. А вот дальше вот все, что идет туда к Памиру, это уже такая посредине между ними это вот Сарытаж на границе на киргизской стороне и Мургаб на памирской стороне на Таджикистане. Ну, мы там дойдем до этого. Итак, вот, в общем, мы заночевали за узбекским погранпостом в пустыне. Вокруг посмотрели темнота, ни единой лампочки. В общем, когда проснулись, я просто часто слышу, что люди часто бывают там, вот, хотят заночевать в палатке. Заночевали, просыпаются, а у них там сейчас прямо над ухом там какая-то автобаза с тракторами. Завелись и поехали. Они думали, что они вообще в глуши, а тут вот прям. Вот. Ну тут вот как бы повезло, но была другая история.
К сожалению, эта фотография не показывает того, что там произошло. Это в моей подборке. 4 часа утра. Вот это вот, да, это вот место нашей ночевки. Это вот мы уже упаковали наши мотоциклы. Выезжать собираемся. 4 часа утра. Такой, Леня, говорю, да. Ты видишь, что идет? Я говорю, что там идет? Ничего. Правильно сделали, что так быстро собрались. Ну, я не знаю, там. В общем, да, правильно. Да. Если так рассуждать, правильно сделали, быстро собрались, вернулись на дорогу, дальше ехали. В общем, проехали там под дождем минут, там, не знаю, 30-40, час. Позавтракать не успели. Вот когда солнышко такое появилось, мы выехали, чтобы немножко обсохнуть, хотя бы позавтракать, да, потому что ну, как бы вообще ничего не успели, даже воды не успели попить. Кстати, по поводу воды, еще одна рекомендация. Всегда рекомендую купить этот Camelback, ну, этот рюкзачок с этим мягкой канистрой, чтобы можно было на ходу пить воду. Гидратор. Да, гидратор. Вот. Очень, очень полезная вещь, и сами не замечаете, как вдруг язык распухает, и особенно вот там был уже в Таджикистане, мы в какой-то момент ехали, я смотрю на термометр, показывает 44 градуса, а я сухой. Ну, и мы едем, и у меня такое чувство, что я просто еду, и на меня такой приятный теплый фен постоянно дует. Да, то есть мне не жарко, вот, но я понимаю, что вот сейчас я нахожусь вообще вот в той экстремальной ситуации, когда я воду теряю, просто вот из меня она вылетает. 44, это прям 44 градуса. 44 градуса, я сухой, я сухой, и мне не жарко. Это значит, что так быстро у меня вода испаряется, что отводит так быстро тепло. Ну, меня отдувает, я же еду еще. Вот, поэтому вот, пить надо постоянно. И всегда мы с собой, и там, и дальше вот, в Южной Америке, у нас всегда с собой была канистра 5 литров на случай, если мотоцикл ломается, а воды нет. Раз уж про жару заговорили, боты, как в них по такой жаре было? А мне все равно, мне главное щиколотки. Вот у нас тут был предыдущий докладчик на 2 недели назад, да, Костя, да, вот. Мне все равно, я буду, пусть у меня там будут рыбки водиться, но у меня будут целые щиколотки. Как вообще, жарко, не жарко или... Не, ну конечно, я вообще, ну, признаюсь честно, да, я потею, да, то есть если я буду заниматься какой-то физической видом деятельности, я буду потеть, да, и конечно у меня носки будут влажные в этих ботинках, ну да, влажные, вот, но я считаю, что это меньше из зол. И просто альтернативы нет. А что можно в качестве альтернативы взять такого, чтобы было не жарко и при этом ноги оставались гарантированно целыми? Ничего, я не знаю ничего подобного. Причем вот это конкретные кроссовые ботинки. И я падал много. И я считаю, что каждая копейка, вложенная в эти ботинки, отбилась 100 крат. То есть падений было много? 10, 20, 30, я не помню. Всего или за эту поездку? Всего. За эту поездку, может быть, 10-15 падений было. Ну, все равно много. Ну, и самое ведь неудивительная, наверное, очевидная вещь. Стоит упасть, это как вот пьяный, да, стоит пьяному взяться за стенку, все, дальше он уже от стенки не оторвется, потому что он уже все, он как бы расслабил где-то у себя в мозгах. Так и здесь на мотоцикле. Один раз упал, все, после этого в этот день я буду... Не то, что я на ровном месте буду падать, да, то есть если бы я собрался, вот, я и проехал бы, не падая, я могу проехать этот участок, вот, ни разу не упав, вот, по песку. Пакетики, непонятно, что вы с ними делаете, или оставляете их там, ну, потому что как бы жесткий багажник разлетается, да, ну, порвется, ну, хорошо, я его ниточкой, там, веревочкой замотаю и дальше поеду. Вот, а жесткий, ну и плюс второе, что если жесткий багаж тебе въедет в ногу, там, в ягодицу или еще куда-то, тоже мало не покажется. Так, вот это мой мягкий багаж. Это вот когда вот мы уехали от этого дождя, а потом в какой-то момент нас начал догонять этот дождь. Но уже он начал нас догонять в режиме пылевой бури. То есть я в этот момент в жизни, я первый раз в жизни увидел пылевую бурю. А Ги, он работал в Африке, сказал, это пылевая буря, надо двигаться. И вот мы там нос замотали, и там нашли какой-то... Мы просто втопили и искали, вдруг мы увидим, где можно спрятаться. И там была какое-то строительство какой-то развязки, какой-то тоннель для отвода воды.
Да, то есть это по большому счету огромный такой туннель, чтобы откуда-то вытекала вода по этой пустыне. И вот мы там спрятались. Ну не знаю, насколько это была умная идея, но слава богу, тогда там никаких там потоков, которые бы нас смыли, не было. Просто там пыль была, там пару капель было, ну так все хорошо закончилось. Так, вот это мой старый свет, оригинальный, который идет на этом мотоцикле, барахло полное. Если кто-нибудь будет покупать такой мотоцикл, сразу закладывайтесь на то, что вы будете менять на нормальный свет, потому что он только для проформы, только показать, что у тебя есть габаритная лампочка. Сумки на багажник, я думал, что это хорошая идея, в итоге это оказалась идея так себе. В общем, у меня не сработало. Может быть, там другие сумки нужно было себе громоздить, но, в общем, мне не понравилось. Ну, мне без них было никак, потому что у меня был инструмент, да, то есть у меня весь инструмент в инструментальный ящик не помещался, у меня там был, я с собой брал тестер, я с собой брал крокодилы, которые не умещаются в этот мой тубус для инструмента, я с собой брал цепь, ну что приковывать, кстати, вообще не пригодилась. Вот цепь вообще не пригодилась. Цепь, наверное, нужна, если вы поедете одни, да? В смысле, противогонная? Да. Цепь по поводу цепи. Одной достоинств этого мотоцикла в оригинале на него идет 525-я цепь. 525-я цепь это идет на Suzuki Hayabusa. Вот ей уже 25 тысяч. Я не знаю, если кто-то специалист, подскажите мне. Я ее померил, буквально недавно я ее померил, она у меня как заводская. Ну, такого вроде как не бывает. Я ее не мерил в начале, да. То есть у меня есть мануал по моему мотоциклу, написано, что вот эта цепь должна быть такого размера. Вот, я смотрю, она у меня такого размера, она у меня пошла 25 тысяч. То есть она вот у меня сейчас там, вот этот регулятор натяжения цепи, он у меня там на двоечке стоит. Да, она у меня провисшая, ну, как полагается, да, когда груз у меня там, чтобы она играла. Ну, в общем, есть такая секта людей, которые любят на ДРах ставить 520-ю цепь, объясняют это тем, что она продается там, в каждом кишлаке. Да, так оно и есть, но лучше, вот, если вы поставите себе цепь дома и будете за ней ухаживать, вам не понадобится 520-я цепь. Вот про уход, вы как-то, ухаживали за ней в дороге? Каждые 500 километров я ее смазывал. Ну, а потом должен признаться, ну, то есть вот это вот, я перед поездкой я поставил новую цепь, да, то есть вот я, например, уехал с новой цепью, это дидовская, у меня там даже есть точная марка, они же разные еще бывают, вот, и я ее вот на протяжении всей поездки, я просто ее почти каждый день или через день я ее мазал, я не стал себе ставить скутойлер. У меня вот как раз вот видим, когда в багажнике там вот есть четкое такое местечко, куда вот как влетая ложится этот баллончик со смазкой для цепи. Вот я его могу даже не пристегивать, не привязывать ничем, вот он у меня там ложится и лежит. Очистить. И вот я на помере я ее только мазал. И почему? Я померил, потом поехал, вот уже в Южную Америку поехали, когда я такой думаю, что-то ты как-то разогнался, ты, по-моему, думаешь, что у тебя цепь вечная. И вот на помере я ее каждые 500 километров чистил и смазывал, чистил и смазывал. Для чего у меня вот, опять же, для чего мне нужна была эта сидельная сумка, потому что больше некуда. Я с собой вез, знаете, как у парикмахера вот эти вот пульверизаторы, да, для того, чтобы солярку налить, чтобы цепь реально можно было смыть. То есть у меня там зубная щетка и пульверизатор. Вот этим вот я там мыл себе цепь. Помыл, после этого смазал, все, поехали дальше. Говорят, там, ну вот, мне почему-то кажется, что скутойлер это какая-то вот, это уже... Скутойлер избавляет от смазывания цепи, но не от ее промывки. А смазать цепь не так сложно, как промыть, мне кажется. Ну да. В общем, не знаю, я сначала хотел, вот я думаю, я сделаю все. А центральные подножки у них же есть, нет? Нет, на нем нет центральной подножки, и в этом качестве я здорово приспособил Rotopax, да, то есть вот у меня вот эта подножка, я ее заваливаю еще больше на подножку, и там под защиту картера с той стороны подставляю, как раз по высоте мне подходит Rotopax, да, если мне нужно, вот как раз вот когда я мою заднее колесо, я поднял его,
И дальше у меня висит это заднее колесо, я просто могу прокручивать и чистить все, что угодно. Если поставлю ротопакс под переднюю часть защиты картера, у меня будет переднее колесо висеть. Соответственно, я вот, один раз в жизни И эта 5-литровая канистра выдерживает, сколько там, 200 килограмм? Да. Они же ее рекламируют, там по ней чуть ли не на танках ездят по этим канистрам. Дорогая, конечно. Что-то 40 или 50 долларов. Но есть еще этот Соколов делает аналогичные канистры, но я вот не знаю насчет того, что выдерживает Соколов, но вот Ротопакс, хорошая штука. Вот. Еще из таких вот вещей полезных и важных, это налобный фонарь, да, вот, опять же, не реклама. Вот, закрою бренд, вот такой вот налобный фонарь, да, аккумуляторный, у меня есть зарядка, там я всегда могу его зарядить. Да, то есть тоже доработка очень полезная, очень важная, чтобы был разъем, я могу зарядить телефон, я могу зарядить фонарик, навигатор. USB в смысле? Да, нет, у меня там просто обычный вот этот автомобильный сокет, как я не знаю, как он называется. Прикурить. Да, прикуриватель. Вот. И опять же, я с собой вожу этот электронасос. Да, потому что руками накачивать колесо вот, в мотоэкипировке нет, ребята. Я буду сразу вообще мокрый. То есть я только начну это сделать, я уже устал. Вот, поэтому нет, насос у меня электро. Тем более, что они есть очень компактные. В первую очередь я делал разъем для электронасоса. Так, поехали дальше. И вот мы приехали в Хиву. Хива — это просто потрясающей красоты место. И самое главное, не испорченное туризмом. Да? То есть Таджикистан, во всяком случае, до недавнего времени, в то время, они продвигали Бухару, Самарканд как туристические места, но про Хиву вот такого вот не было. Возможно, если с приходом массового туризма что-то поменяется, не в лучшую сторону. Но вот мы попали там в момент, когда, во-первых, мы поселились, представьте себе, средневековый город, средневековый центральноазиатский город. Хива — один из вообще центров хорезмской, по-моему, цивилизации. Вот. И этот город сохранился, практически полностью сохранился внутри крепостных стен, и там внутри есть гостиница. Внутри медресе, вот это вот минарет недостроенный, очень известный минарет, на многих фотографиях Хивы он будет фигурировать. Вот. Рядом с ним находится медресе. Внутри этой медресе гостиница, вот мы там жили. Это просто какой-то космос, какая-то фантастика. Жить в средневековом городе, в средневековом строении, и при этом там половина города — это фактически город-музей, а другая половина — древний жилой город. Там люди живут. Вот. Но они живут как жили там, не знаю, 200-300 лет назад, 400 лет назад, в глинобитных таких домах. С потрясающей красоты деревянными резными дверями, они там живут. И это все не испорчено туризмом еще. Хотя уже есть. Там днем там было много туристов, но мы жили вот в этом вот месте. Ночью ты там гуляешь один. И мы туда уже приехали затемно, мы там в букинге нашли вот эту вот гостиницу, и подъезжаем, вот тут ворота тебе. Вот, представляете, вы приезжаете в Питер, и вам там точка внутри Петропавловской крепости. Ладно, мотоцикл поставили, пешочком туда пошли. Они говорят, давайте заезжайте. Куда? Сюда заезжайте. И это было вообще вот ночь, рокот мотоциклов, мы въезжаем, эти огромные вот эти вот ворота такие в глинобитных стенах, как тоннель такой метров 15, и вот у меня там глушитель бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. В общем, мы туда заехали, нас там разместили, нам даже там дали закрытую какую-то клеть для того, чтобы можно было убрать мотоциклы, чтобы они, с одной стороны, на улице не светились, но и в самом медресе ты тоже их не заведешь, там все-таки все благообразно. Это вот вид с нашего балкона. Что-то там, по-моему, $80 за ночь стоил номер. Нормально. Прилично. Такой старый город в Баку есть. Такого не было. Такого нет. Я был в Баку, такого нет. Вот этот старый город не похож? Бакинский, нет? Баку, там цивилизация, а тут вот такое чувство, что ты вот попал в прошлое, и это чувство не портится вот какими-то внешними признаками цивилизации. Вот это вот крепостная стена, это вот там клетку, которую нам дали, где можно спрятать мотоциклы.
То есть вот мы жили вот в этом вот здании. А, вот, ну да, вот здесь вот там. Вот и вот там вот. И магазинчик сразу. Да, ну на ночь это все убирается, и ты вот идешь вот по этим чистым вот улицам, вот нету вот этого вот там киосков каких-то, ничего нет, это все убирается на ночь. А можно мышку отодвинуть? Да. А, ну все, это значит вот хива закончилась. Хива закончилась. Сколько у нас времени, я то что-то 17:25. Давайте я хочу перерыв. Не возражаете? Мы можем сейчас выйти к этому к мотоциклу и там обсудить, попинать колеса.